Привет, это Навальный. Отовсюду я слышу стоны и причитания. И куда ни глянешь, обязательно увидишь человека, который рыдает под впечатлением того, что Путин получил так много процентов и смог добиться самой высокой явки на свои липовые выборы. Как многие уже сказали, наверное, это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны. Боже мой, Алексей, ты представляешь, Путин получил так много. Это катастрофа, бороться бесполезно, страна у нас такая, все пропало. И вот это все, эту чушь иногда приходится слышать вроде даже от умных людей, которые получают информацию не из телевизора, а из независимых источников. Людей просто как-то вот зомбирует сама магия цифр и слов. Путин выиграл, получил много процентов, он безумно популярный политик, поэтому сопротивление бесполезно. И сам Путин тоже очень хочет нам это доказать. Смотрите, я такой популярный, меня все поддерживают. Ведь он выпустил даже специальное обращение к нации, что вообще-то редкая штука, третий раз за все его 18 лет власти. Специально, чтобы подчеркнуть, акцентировать. Я победил, я на самом деле победил. Это беспрецедентный, самый высокий уровень поддержки в истории нашей страны. За действующего главу государства проголосовали свыше 56 миллионов граждан, более 76% избирателей. Это самый высокий уровень поддержки в истории нашей страны. Да ну, самый высокий? Вот я вам сейчас запросто, документально и математически докажу, что Путин совсем не самый популярный политик в стране. И нет там никакого самого высокого уровня поддержки. Мало того, вот если взять всю эту путинскую мафию, ее верхушку и даже среднюю часть, то мы увидим, что всенародный гарант и любимец Владимир Путин должен быть внесен в список наименее популярных политиков. Не удивляйтесь. Итак, чем хвалится Путин? Своим процентом. Слушаем еще раз. Более 76% избирателей. Это самый высокий уровень поддержки в истории нашей страны. 76%. Мы его за язык не тянули. И если он хочет мериться своим процентом, то идем на сайт избиркома. Ведь там и находится процентомерка. Выборы в стране идут постоянно, и мы берем такие, где голосуют не за партию, а за человека. Губернаторские подходят больше всего. Ну да, понятное дело, что у президента вся страна, а у губернатора только область. Но ведь нам много лет доказывают, что Путин самый популярный политик в стране. Значит, он и в любой области самый популярный. В любом случае, у Путина чемпионский рейтинг. Составляем рейтинг наивысших результатов. Ну и, конечно, ожидаем увидеть на первом месте именно Путина. Ведь он же сказал нам, самый высокий уровень поддержки в истории. Ой, на первом месте не Путин. Ну ладно, Кадыров это особый случай. Значит, Путин на втором месте. Ой, и не на втором месте. Ну что ж, на третьем, наверное? Нет, и не на третьем. А четвертое? И тоже нет. Ну ладно, хорошо, давайте прыгнем сразу на 10-е. Нету Владимира Владимировича. Не попадает даже в десятку. Что за происки Госдепа? На 15-м месте у нас Караоол Шалбан Валерьевич. Кто это вообще и как он может обгонять самого Путина, получившего самый высокий результат в истории страны? Это самый высокий уровень поддержки в истории нашей страны. Ну, в общем, я мог бы и дальше идти по этому рейтингу, но не хочу вас мучить и скажу так. Вот показывает по телевизору Госсовет и сборище подобных чиновников-губернаторов. Вы можете ткнуть пальцем в любого, и почти наверняка он будет популярнее, чем Путин. Потому что в рейтинге наибольших результатов на выборах за последние годы Путин будет на 39-м месте. Ну а чего вы сейчас там смеетесь и машете рукой? Ну если вы верите в чушь про путинские 76%, тогда, пожалуйста, верьте и в остальные цифры. Ведь их считают те же самые избирательные комиссии. Правда в том, друзья мои, что сейчас есть два главных фактора для любых выборов. Телезомбирование и фальсификации. И благодаря ним страна наша сейчас устроена так, что как только вот любого идиота назначают начальником, он автоматически получает 75% рейтинга и может смело им хвастаться. Обезьяну в джунглях можно поймать,
объявить по телеку, что это вот Виктор Орангутангович Иванов, ваш новый мэр или губернатор. И на следующий день Орангутангович наш будет иметь рейтинг больше, чем у Путина. Конкретный пример и почти с обезьяной. Взяли вот этого дядю, Вадима Владимировича Потомского. Он даже не из «Единой России», а из КПРФ. То есть типа оппозиционер. Просто коммунистам нужно было отдать одно губернаторское место, и Путин сказал, ну вот пусть Потомский идет на выборы в Орловской области. Чтобы вы понимали интеллектуальные способности этого человека, то сообщаю вам, что однажды он заявил, что Иван Грозный со своим сыном ехали из Москвы в Петербург. Иван Грозный однажды произнес фразу: «Я виновен в смерти своего сына, потому что вовремя не отдал его лекарям, когда они ехали в дороге, он заболел. Они ехали из Москвы в Петербург». Ну и чего? Пошел этот Потомский на выборы в Орловской области, где никогда до этого не жил даже, и получил 89% голосов. 7-е место в нашем рейтинге, гораздо выше Путина. Я уверен, что большинство из вас даже фамилии такой никогда не слышали. А ведь это один из самых популярных политиков страны. Ну, если вы, конечно, решили верить избиркому и его цифрам. Вот завтра возьмут кого-то, самого ничтожного из тех, кто шел кандидатом на эти президентские выборы. Сурайкина какого-нибудь с его полупроцентным результатом. Объявит по телеку, что «Единая Россия» выдвигает Сурайкина в губернаторы Краснодарского края. И гарантирую вам, что станет наш Сурайкин губернатором с этими же 76%. Потому что за пару месяцев до выборов всем конкретно промоют мозги. Никаких реальных конкурентов на выборы не пустят. Объяснят людям, что никаких других кандидатов-то и нету. Ну а остальное довершит магия избирательных комиссий и толстые пачки бюллетеней. Поэтому, дорогие все, на вас вот эти цифры и результаты вообще не должны производить никакого впечатления. Путин потому и записывает это все, потому что чувствует, не верит народ, колеблется. В эту ночь это было своевременно и необходимо. На полностью срежиссированных поддельных выборах Путин получил меньше, чем средний губернатор получает на таких же. Запомните сами и расскажите всем, кто не знает. За всю свою жизнь Владимир Путин лишь 2 раза участвовал в выборах с реальной конкуренцией. В качестве начальника штаба Анатолия Собчака на выборах мэра Санкт-Петербурга, и они проиграли с треском. И 1 раз он руководил проведением избирательной кампании партии «Наш Дом Россия» в Ленинградской области. Тогда они набрали 10% голосов. Это и есть его реальный уровень поддержки в истории нашей страны. Не верьте пропаганде. Спорьте с людьми, которые рассказывают о высоких рейтингах Путина. Вообще ввязывайтесь в любой политический спор. Всегда действуйте так, чтобы наносить максимальный политический ущерб этому сборищу жуликов и воров. Агитируйте и голосуйте всегда против них. Ну и подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят правду.